Животные часто обладают невероятной способностью чувствовать, кому они могут доверять. Этот умирающий тигр закричал о помощи, и то, что случилось дальше, невероятно. На отдаленной ферме Луки, которая часто отрезалась от остального мира, зимой все казалось очень тихим и спокойным. Затем он вдруг услышал громкий стук снаружи. Он хотел выйти и проверить, но жил в местности, которая все еще оставалась довольно дикой, и ему нужно было проявлять осторожность. Встреча с людьми. Животными могли стать опасными, когда ты один, без чьей-либо помощи под рукой, когда дела плохи. Он взял свою пневматическую винтовку и слегка приоткрыл дверь. Винтовка не была смертельной, но, возможно, ее звук отпугнет все, что приходит. С недобрыми намерениями. Он открыл дверь, но затем низкий рык остановил его. Он узнал этот звук. Это был тигр. И, судя по звукам, вероятно, очень крупный тигр. Он быстро вернулся в дом, но когда выглянул в окно, то увидел бедного тигра, лежащего на холодной земле. Казалось, он даже не мог встать. Он с трудом поднял голову и продолжал издавать стоны боли. Он был близко к дому, но даже отсюда Лука не мог увидеть явных признаков травмы. Тем не менее, что-то определенно было не так. Это был массивный тигр, но он был очень слабым и испытывал боль. Лука не мог просто оставить животное в таком состоянии. Его сердце не выдержало бы прослушивания этих мучительных стонов. Он быстро попытался позвонить в несколько приютов и спасательных центров, но большинство из них не смогли добраться до его фермы из-за первого снега. Один спасательный центр согласился приехать, но им потребовалось бы более часа, чтобы добраться сюда. Лука был в замешательстве. Судя по всему, тигру срочно требовалась помощь. Но что он мог сделать? Как бы сильно он не хотел помочь бедному животному, он прекрасно осознавал, что это был взрослый тигр. Такое огромное животное легко разорвало бы его на куски. Эти лапы выглядели огромными, а челюсть вообще была ужасной на вид. Не было никакой возможности выйти наружу и осмотреть животное. Неизвестно, как оно среагирует на присутствие Луки в этот момент. Все, что он мог сделать, это ждать. Это был самый длинный час в его жизни. Ожидание убивало его, поскольку тигр был так близко к дому. Он попытался открыть окно и бросить несколько небольших кусочков мяса, но даже те, которые упали недалеко от тигра, были лишь обнюханы, а затем проигнорированы. Он не был заинтересован в еде. Лука попытался использовать бутылку с водой и пролил небольшую лужицу на землю рядом с тигром. Тот поднял голову и сделал глоток, но затем с глухим стуком его голова снова опустилась на землю. Казалось, простой жест питья полностью вымотал все его силы. Было грустно видеть это величественное создание в таком изнуренном состоянии. Лука не мог подойти достаточно близко, чтобы полностью осмотреть тигра, но он видел, как массивное создание дрожит. Наконец он услышал, как по подъездной дорожке едет транспорт, и Лука смог вздохнуть с облегчением. Но тигр не был так рад новым пришельцам, как Лука. Он попытался подняться, но снова падал. Присутствие других людей вызывало у него панику. Обычно раненое животное может быть еще более опасным, но в этом случае тигр был настолько слаб, что не мог сопротивляться. Несмотря на страх перед другими людьми, Лука мягко говорил с ним через окно. И казалось, это успокаивало тигра. Затем один из работников приюта усыпил его стрелой из шприца. Он почти сразу же уснул. Наконец они смогли его осмотреть. Лука вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Когда они подняли лапу тигра, Лука был потрясен. На его ноге был большой шрам, где не росла шерсть. Впервые Лука понял, почему тигр пришел к нему. Оказывается, они встречались раньше, 3 года назад. У Луки был старый домашний пес, которого он очень любил. Он должен был выпустить собаку на улицу, но затем она начала рычать на что-то и убежала в лес. В то время она уже не могла далеко уходить. Убегать в холодный лес было для нее смертельно опасно. Лука беспокоился о ней и пошел следом, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Собака ушла гораздо дальше, чем он ожидал. Она почти ушла с его земли, когда он ее догнал. Она лаяла на что-то на земле. Раньше она ловила змей, но теперь была слишком медленной, и Лука беспокоился, что она все равно рискнет.
Поэтому он быстро подошел ближе, чтобы спасти свою собаку. Он опустился в снег, чтобы посмотреть, на что она указывала, и обнаружил крошечного тигренка, попавшего в капкан. Лука никогда не ставил капканов на своей земле, но кто-то другой, должно быть, установил его там. Маленький детеныш был серьезно ранен капканом. На его лапы была огромная рана, где он попал в капкан, а поблизости нигде не было видно матери тигрицы. Лука тихо успокоил собаку, и она угомонилась. Затем он осторожно вытащил тигренка из капкана и завернул его в свою куртку. Везде была кровь. Лука не знал, сможет ли он спасти маленького детеныша. В течение следующих нескольких дней он выходил, чтобы осмотреть местность, но не находил никаких свежих следов тигра на снегу. Похоже, мать тигрицы увидела, что ее детеныш слишком серьезно ранен, и ушла. Вероятно, у нее были и другие детеныши, которых нужно было защищать, и было слишком холодно, чтобы оставаться с ее попавшим в капкан малышом. Он не пережил бы эту ночь, если бы не собака Луки, которая привела его к тигренку. Но даже тогда не было никакой уверенности, что они смогут его спасти. Он был таким маленьким, что все еще нуждался в грудном вскармливании, а рана на его передние лапы выглядела плохо. Лука позвонил в ближайший приют, но снег был слишком глубоким, и никто не смог добраться до его фермы. Ему придется самому ухаживать за раненым тигренком. Вот тогда он и назвал его котом и стал за ним ухаживать. Ветеринар из приюта дал ему некоторые рекомендации по уходу за тигренком и тому, чем его кормить. Они даже предоставили ему список лекарств, которые можно было давать тигренку. Поскольку он был таким маленьким, ему требовалось немного, а так как Лука готовился к зиме, у него было все необходимое. Но наличие всех принадлежностей не гарантировало успеха. Далеко нет. Тигренок был серьезно ранен, и каждый час, который он проживал, был для Луки неожиданностью. Лука дал тигренку смесь молока, которая у него была для других животных. Он добавил туда половину таблетки снотворного, чтобы успокоить его, затем очистил рану и зашил ее. В течение нескольких дней он должен был промывать ее, так как она была инфицирована. Первые несколько дней тигренок просто лежал и позволял Луке делать все, что угодно. Но по мере того, как он набирался сил, тигренок был недоволен, когда Лука пытался очистить рану. Он кусался и царапался. В конце концов, Луке пришлось надевать толстые перчатки, чтобы обрабатывать его раны. Тем не менее, было своего рода мило наблюдать, как тигренок становится все более сильным и своенравным. Однажды утром Лука проверил клетку тигренка и обнаружил его без сознания. Что-то было серьезно не так. Не было времени звонить за советом. Ему нужно было что-то предпринять. Он действовал инстинктивно и согласно своей первой помощи, начав делать тигренку непрямой массаж сердца. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем тигренок ответил, но, наконец, Ката начал приходить в себя. Когда он пришел в норму, Лука позвонил и выяснил, что, вероятно, у него была инфекция, которая могла убить его. Ему требовались антибиотики. Кормя тигренка и ухаживая за ним, Ката начал полностью доверять Луке. Он мог даже давать ему лекарства прямо в рот, как он делал это со своей собакой. Като и собака дремали вместе, став лучшими друзьями. Лука очень беспокоился, что слишком одомашнивает тигренка, но он не знал, что еще он мог сделать. Ему нужно было заботиться о тигренке, и было слишком холодно, чтобы держать его на улице без общения с ним настолько, насколько это было возможно. Когда наступила весна, тигренок рос все больше и больше. Его рана зажила, но оставила уродливый шрам, и, казалось, это напоминание о его тяжелом начале останется с ним на всю жизнь. Но как только потеплело, Ката начал пропадать на несколько дней. Лука беспокоился, что он не сможет позаботиться о себе, ведь у него никогда не было матери, которая научила бы его охотиться. Но вскоре Ката принес первую птицу, которую поймал, прямо во двор и съел ее на глазах у Луки. Он учился заботиться о себе и становился настоящим тигром. Он стал уходить на более длительные периоды. А однажды Кота вышел и больше не вернулся. Он стал самостоятельным и больше не нуждался в помощи Луки. Лука будет скучать по тигру, но был рад, что тот сможет вести жизнь, которую заслуживает, на воле. На протяжении многих лет
Кото изредка появлялся на территории Луки. Он никогда не подходил слишком близко к Луке, но также никогда не вел себя агрессивно. Он мог приходить и уходить, когда пожелает, поскольку не был домашним питомцем. Лука всегда держался на безопасном расстоянии, чтобы понаблюдать за ним, но никогда не вмешивался. Прошло 2 года с тех пор, как он в последний раз видел большого тигра, и Лука начал беспокоиться, не случилось ли с ним чего-то. С тех пор многое изменилось. Лука потерял свою собаку из-за старости и все еще слишком грустил, чтобы завести щенка. Он только решил, что возьмет нового питомца после зимы, и тут Ката снова вошел в его жизнь. Теперь, когда он знал, что этот массивный тигр был Ката, его беспокойство только усилилось при виде того, в каком плохом состоянии он находился. Спасательная команда осмотрела его, и на их лицах отразилась тревога. Стало ясно, что случилось нечто ужасное. У тигра была инфекция зубов, причем довольно серьезная. Они испытали смесь тревоги и сочувствия, зная, какую боль и опасность он, должно быть, испытывал там, в дикой природе. Они объяснили Луке, что Ката, возможно, подрался с другим животным, защищая свою территорию, или ранился во время охоты. Внутренняя пульпа некоторых его зубов была открыта и в очень плохом состоянии, что, вероятно, и вызвало бактериальную инфекцию. И, судя по всему, травма оставалась нелеченной довольно долгое время. Ситуация была критической, и они должны были быстро решить, как лечить инфекцию. Они понимали, что должны действовать оперативно, чтобы спасти его от самого худшего исхода. Это была гонка со временем, и они были полны решимости победить и спасти ему жизнь. Обычно в приюте они просто сделали бы животному инъекцию антибиотиков, и он отправился бы своей дорогой. Но эта инфекция была слишком серьезной, чтобы ее можно было вылечить одним уколом. Ему требовались лекарства в течение нескольких дней, и им нужно было помочь ему набраться сил. Они решили забрать Ката с собой в приют и помочь ему там. Лука был рад, что тигру окажут помощь, но немного огорчился, что на этот раз не он будет ухаживать за ним, а тигры позаботятся другие. Когда они начали поднимать его, Като снова пришел в движение. Он открыл глаза и мягко зарычал. Все спасатели быстро отступили от тигра. Похоже, они не дали ему достаточно транквилизаторов, чтобы он оставался в сне. Им пришлось снова его усыпить, затем они попытались погрузить Като в грузовик. Это было нелегко, так как большая кошка была очень тяжелой. Обычно они использовали бы специальный кран, но у них его просто не было под рукой. Они соорудили систему из веревок, чтобы помочь загрузить тигра внутрь грузовика. Но в конце концов им это удалось, и команда уехала с фермы Луки. Было очень странное чувство наблюдать, как они уезжают. Лука чувствовал ответственность за кота и надеялся, что с тигром все будет в порядке. На следующий день он позвонил в приют, чтобы получить обновленную информацию. Они вскрыли нарыв во рту тигра и обильно поили его жидкостью, а также давали более мягкую пищу, чтобы помочь ему набраться сил. Ката снова начал есть, а это должно было помочь ему оправиться. Было ясно, что с ним все будет хорошо. Лука был так рад. Это были именно те новости, которые он хотел услышать. Но вскоре он получил тревожное известие, позвонив, чтобы узнать последние новости. На следующий день он услышал, что тигр сбежал из приюта. Лука не мог в это поверить, как такое могло случиться. Ему объяснили, как тигр сбежал. Като все еще содержался в медицинском вольере в небольшом загоне. Он становился все сильнее, но ему все еще требовался уход. Затем один из студентов-волонтеров приюта подошел слишком близко к тигру. Кот оказался почти ручным, и юноша попытался подойти еще ближе. Обычно студентов не оставляют наедине с крупными животными, но по какой-то причине этот студент оказался рядом с тигром. Он открыл калитку и подошел ближе к голове Като. Большая ошибка. Като не знал его и зарычал. Подросток так сильно испугался, что выбежал из загона, не закрыв за собой калитку. Тигр просто смог выйти оттуда. Он достаточно окреп, чтобы быстро исчезнуть с территории приюта. Срочность ситуации возросла, поскольку он остро нуждался в лекарствах, находясь далеко от безопасности своей территории. Спасательная команда затаила дыхание.
надеясь, что он случайно не забредет на фермерские земли или не встретится с ничего не подозревающими людьми. В районе, где фермеры плохо относились к хищникам, потенциальная опасность тяжким грузом легла на их плечи, когда весть о побеге кота из приюта распространилась. В воздухе повисло ощущение срочности. Спасательная команда пребывала в полной боевой готовности, отчетливо осознавая связанные с этим риски. Они понимали, что ослабленный инфекцией тигр сейчас находится на открытом пространстве, далеко от безопасности своей территории. Беспокойство нарастало при мысли о потенциальных встречах с ничего не подозревающими людьми или об опасности забрести на фермерские угодья. Со смесью тревоги и решимости команда мобилизовалась на поиски ката. Они прочесывали окрестности, расставляли ловушки и размещали следопытов, чтобы найти хоть какие-нибудь следы величественного тигра. Они сотрудничали с местными властями, распространяя информацию и призывая местных жителей к осторожности. Дни превращались в нервные недели, пока они неустанно прочесывали окрестности в надежде на любую зацепку. Спасательная команда понимала, что время работает против них, ведь с каждым мгновением росла опасность того, что ката – подступающие нелеченные инфекции. Затем в один знаменательный день фермер на окраине города сообщил, что видел тигра неподалеку от границы своего участка. Ката осторожно пробирался по незнакомой местности. Команда быстро мобилизовалась к указанному месту, вооружившись транквилизаторами и тщательно продуманным планом действий. Приближаясь с величайшей осторожностью, они стремились обезопасить как самого тигра, так и окружающее сообщество. По мере того, как они сокращали расстояние до ката, их сердца бешено колотились, ведь любое резкое движение могло спровоцировать потенциально опасную встречу. Но в тот день фортуна была на их стороне. Транквилизатор попал в цель, и ката погрузился в глубокий сон. Команда быстро обездвижила величественное создание и транспортировала его обратно в приют. По прибытии персонал приюта встретил уставшую спасательную команду, готовый возобновить усилия по выхаживанию ката. Тигра сразу же поместили в безопасный и просторный вольер, оборудованный всеми необходимыми медицинскими средствами. Дни превращались в недели, и под бдительным присмотром преданных ветеринаров и смотрителей состояние кота постепенно улучшалось. Его инфекция была вылечена, и силы понемногу возвращались к нему. Наконец настал день, когда кота был признан готовым к выпуску на волю. Персонал приюта тщательно выбрал подходящее место, обширные, кишащие жизнью дикие земли, где он мог вернуться в свою естественную среду обитания. Когда массивный силуэт котора створился в первозданных просторах, в сердцах команды приюта воцарилось глубокое чувство удовлетворения. Они знали, что сыграли решающую роль, подарив этому выдающемуся тигру второй шанс на жизнь. Ну, на самом деле, третий шанс. Этот умирающий тигр был достаточно удачлив, его жизнь дважды была спасена заботливыми людьми. А что касается Луки, человека, который спас котов первый-второй раз много лет назад, он стоял среди персонала приюта, наблюдая, как величественный тигр возвращается в дикую природу. Хотя их пути и разошлись, влияние Луки на жизнь ката было неоспоримым. История ката разнеслась далеко и широко, тронув сердце людей по всему миру. Это свидетельство силы сострадания, стойкости и самоотверженности таких людей, как Лука и персонал приюта. Мы надеемся, что сегодняшняя невероятная история вдохновила вас